Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Как и заявлено в описании, мой видеоблог – это то, что я вижу вокруг и как я к этому отношусь. Я не претендую на глубокое знание тех вещей, которые снимаю, и на подробное освещение тех мест, в которых я бываю. Как я уже говорил неоднократно, вы видите то, что и как вижу я сам. Для тех, кому это кажется скучным и немножко затянутым, напоминаю, что во всех видеосервисах есть прекрасная кнопочка прокручивания, ускорения видеопотока. Можете ей воспользоваться. Я сам иногда ей пользуюсь. Секрета большого в этом нет. Итак, неделю назад мы вернулись из нашего очередного путешествия. Отчет о нем сейчас готовится, ролики постепенно будут выкладываться, несколько шортиков уже есть на канале, можете их посмотреть. А этот мой ролик посвящен теме подготовки к нашим авиаперелетам, наше такое вот очень своеобразное время. Итак, о чем я хотел рассказать. Во-первых, где мы ищем билеты и как. Так как мы летаем из России, то нам доступна лишь опция покупки оплаты российскими кредитными картами. Поэтому мы ищем предложения сайтов-агрегаторов. Это всем известный Купи-билет, Яндекс.Путешествия, Авиасейлс. Никакой рекламы, просто перечисляю всем хорошо известные агрегаторы. Эти посредники принимают оплату картами РФ и переводят платежи непосредственно авиакомпаниям-перевозчикам. И исходя из сегодняшних реалий, для нас важны совершенно определенные вещи в предложенных этими компаниями рейсах. Это, разумеется, цена, это онлайн-регистрация на рейс, это простой и доступный коннекшн, то есть пересадка с рейса на рейс при перелетах несколькими самолетами, и наличие дополнительных опций от авиакомпании. Про это я расскажу чуть подробнее. Еще у нас есть такая, называем ее мулькой, когда есть сложные перелеты, когда есть несколько часов между перелетами, то мы предпочитаем осмотреть какой-то близлежащий город, в котором расположен аэропорт. Так мы посетили Белград, Ереван, Стамбул, и отчеты об этом тоже есть на канале. Конечно, когда у вас есть 6-8 часов, почему бы и нет. Вы внимательно продумайте маршрут из аэропорта в город и те места, которые успеете посетить. Очень рекомендую. Второе. Зачем нам нужны дополнительные опции от авиакомпаний и, собственно, какие? Мы путешествуем без багажа. То есть мы не берем с собой чемодан и ничего не сдаем в багаж. В этом 3, нет, даже 4 плюса. Во-первых, у нас свободные руки. Во-вторых, стоимость багажа зачастую очень высока, и его отсутствие удешевляет билет в разы. В-третьих, мы не ждем его получения после рейса и на пересадках, о чем, собственно, приходится иногда и заботиться, когда прилет рейса, с которого твой багаж выгружают, задерживается, и он где-то там успевает или не успевает на следующий коннекшн. Плюс багаж невозможно потерять, потому что его нет, а это сейчас тоже происходит. И последнее, очень важное. Помните, я упомянул, что нам необходима онлайн-регистрация на рейс, и это важный критерий выбора билета. Так вот, если вы регистрируетесь онлайн, ловите лайфхак. У вас нет багажа. Вы идете с распечатанными или электронными посадочными талонами прямо на посадку, минуя стойку регистрации и не осаивая очередь к ней. Таким образом, вы можете приезжать в аэропорт, рассчитывая только время досмотра и паспортный контроль, если он присутствует на международных рейсах. Также мы путешествуем без вещей. Очень просто. Вот она, дополнительная опция от авиакомпании, та самая, про которую я упоминал. Расширенная ручная кладь. У немногих авиаперевозчиков, например, у Аэрофлота, у армянских авиалиний, я знаю, эта опция заложена в стоимость билета по умолчанию. У других нет конкретного расширенного багажа отдельно, как, например, у Wizz Air, и ты должен купить там некий priority проход, priority доступ, где кроме клади расширенной есть еще что-то типа прохода без очереди при регистрации, что-то такое. Что же такое расширенная ручная кладь? Это небольшой чемоданчик, сумка или рюкзак с габаритами, как правило, 55 на 40 на 20 или на 55 на 40 на 25. Вот так выглядит расширенная ручная кладь. Вы видите, что это чемодан на колесиках, в высоту без выдвижной ручки он 55, в ширину вот здесь вот он у нас 20, видите, могу его примять и получить 20. Здесь дополнительное отделение, и в большом расширенном виде он составляет 25. Внутрь вы можете положить все, что вам необходимо, одно большое отделение. Лайфхак с этой сумкой еще один. Вы можете сверху на нее
поставить рюкзачок и таким вот образом ввести эту конструкцию все вместе. Лайфхак номер 2. Мы с удивлением узнали в последнее время от наших разных знакомых, что они не знают, не ведают о том, что практически во всех авиакомпаниях предусмотрен бесплатный пронос в салон одного места под сиденье. Так называется, место под сиденье. Это может быть сумка или рюкзак с габаритами 40 на 30 на 20, как, например, Победы, или 36 на 30 на 23, или 40 на 30 на 15, как у турецкого Пегаса. Вес также варьируется от 3 до 8 килограмм. Вот это наше место под сиденьем. Смотрите, что можно сделать с ним. Вот он в расширенном виде, полный объем этого рюкзака. Вот тут у нас есть застежечки. Мы их застегиваем и стягиваем. Таким образом рюкзак может уменьшиться вот настолько. В одной из авиакомпаний, не буду сейчас говорить какой, есть объем 10, то есть 40 на 30 на 10. И вы видите, вот мы все это можем стянуть и получить 10. Рюкзак небольшой, он меньше стандартного, к которому мы привыкли. Вешается или на плечо, что тоже в принципе очень удобно, или можно нести его за ручку. Кладется под сиденье. Возвращаемся к расширенной ручной клади. Повторю, у некоторых перевозчиков она уже по умолчанию включена в стоимость авиабилета. У других вы можете ее приобрести во время заказа билета через агрегатор или напрямую на сайте авиакомпании. Это дешевле, чем полный багаж и более мобильно, разумеется. Россиянам нужно учитывать, что они не могут наплатить напрямую такой расширенный багаж у перевозчика, так же, как и любую другую опцию, а только по зарубежной карте там идет оплата, поэтому агрегаторы зачастую, в большинстве случаев, эту опцию могут вам предоставить. Надо с ними связываться. Что делать, если ты летишь несколькими компаниями, у которых разные требования к весу и размеру твоего вот этого вот рюкзачка под сиденье? В том числе и ручной вот этой клади, которую мы за ручечку тащим. Из опыта десятка, вот без преувеличения, десятка перелетов. Если ты не наглеешь, если ты рюкзачок твой не распирает у тебя за спиной, то никто не обратит на тебя вообще никакого внимания. Напоминаю, ты идешь сразу к выходу на посадку. Ты не идешь к стойке регистрации, где кто-то может его взвесить. Весов при выходе на посадку нет. Есть только визуальный контроль объема этого рюкзака. Так вот, никто ни разу за все наши перелеты не взвешивал у нас, разумеется, этот рюкзак. Говорю, весов там нет. В том числе и не проверял габариты. Ни рюкзака, ни сумки на колесиках. Но мы всегда готовы к такой проверке. И в этом вот рюкзачке за спиной у нас лежат мягкие вещи, которые, если что, можно немножко умять. И верхняя одежда, которую можно вытащить и накинуть на себя. Плащ я везу, мало ли. Накинул и пошел дальше. Также мы готовим и сумку на колесиках. Она не забита под завязку. Ее тоже можно запихнуть в калибратор, если он там будет. Потому что, как я указывал выше, есть некоторые компании, в которых размер 55 на 40 на 20. То есть это вот без расширения, в которых, в принципе, нужно положить вещи. Еще раз повторю, даже в таких компаниях, у которых были такие требования, не буду сейчас называть какие, чтобы никого не подставлять, хотя, может, это и нормально, никто ни разу у нас ничего не спросил. Мы шли с 2 заплечными рюкзаками, то есть с рюкзаками под сиденье и с сумкой на колесиках. Нам достаточно этого было, мы покупали только одно дополнительное место, вот эту сумочку. Немножко из личного опыта. В нашем последнем путешествии мы очень сильно попали по вине хваленого Аэрофлота, который был даже не чартерным, а регулярным рейсом. Он опоздал на 40 минут просто на ровном месте. Мало того, что перелет из Питера в Анталию стоил нам двоим приблизительно как полная путевка на отдых на неделю где-то пару лет назад, так вот это еще все. В Анталии на лето открывается дополнительный терминал, то есть часть международных авиалиний из-за большого потока туристов переводят туда. А вылет местных авиалиний, доместос, то, что называется, на который нам нужно было попасть, чтобы прилететь из Анталии в Измир, а оттуда уже дальше продолжить наше путешествие, улетал из общего терминала, основного. Между 2 терминалами 3,5 километра. Автобус там есть, он ходит вроде раз в час, а то и даже реже. Пешком по жаре 40 градусов, вы понимаете, это минут 40. Такси 5 евро. Бог с ним, мы про это все знали, мы подготовились к этому.
На выходе вас ждет паспортный контроль, потому что вы заходите на территорию Турции с самолета. И на входе в другой терминал вас ждет досмотр. Так как вы идете на местной авиалинии, паспортного контроля там нет, но есть досмотр, разумеется, полный досмотр, и вы стоите в очереди. А у нас оставалось между рейсами 50 минут после того, как самолет опоздал. Изначально мы думали, что мы успеем, и мы, наверное, бы успели. Мы реально бежали, мы реально вели себя где-то не очень, скажем так, красиво. Мы без очереди прошли на паспортный контроль на выход. Мы очень сильно некультурно себя вели при досмотре. Мы успели. Но, как говорится, never again, никогда больше. Лучше посидеть пару часов в аэропорту, подождать, поскучать, чем вот так вот лететь или пропустить свой следующий рейс, особенно когда он у тебя еще и не последний. Почему это я? Да. Если мы ждали наш багаж, то вы понимаете, следующий рейс однозначно улетел бы без нас. И с нами было несколько человек, которые реально пошли ждать багаж. Мы не знаем, дальнейшую их судьбу, у них были другие рейсы. Так вот, пару слов про другие дополнительные опции перевозчиков, авиаперевозчиков. Напомню, что рейсы делятся на эконом и бизнес. И я сейчас имею в виду не внутри самолета то, что называется там эконом-класс и бизнес-класс, а имеется в виду по классу самообслуживания авиаперелетов. То есть те рейсы, в которых имеет смысл летать, это дешевые рейсы, и есть рейсы для тех, кто может за них заплатить. Это когда, извините, вот у вас есть тот самый бизнес-класс за занавесочкой, где у вас там питание, обслуживание и свой стюард. Давно уже на простых дешевых рейсах, часто они чартерные, иногда бывают прямые, регулярные рейсы, нет таких вещей, к которым мы привыкли в хорошие времена. Там нет еды, там нет питья в перелете. Да, повторю, нет бесплатного обслуживания, нет бесплатной воды. Вы покупаете бутылочку воды, причем мы попали на одном из таких рейсов, что оплату они принимали только картой. Повторю, зарубежной карты. То есть россиянин не мог за наличку купить в самолете на борту воду, перелет 4,5 часа. Нет, разумеется, там журналов, газет, помните, бесплатно когда-то давали почитать. Нет никакого кино, есть entertainment, вы можете навести на QR-код свой телефон, но там за денежки все просмотры. Нет салфеточек на подголовниках, то есть вы лежите за кем-то, не знаю, как там хорошо убирают. Все дешево и сердито. Все это, кроме подголовников, вы можете докупить перед полетом на сайте или непосредственно на стойке регистрации или в самолете, если не надо платить картой, можете купить это за наличку. Рекомендую брать еду с собой. Пару бутербродов из дома или с того места, где вы останавливаетесь. В аэропорту все не то что на порядок, на 10 порядков дороже. И вода там стоит, самое дешевое, что мы видели, это евро 40, 2 евро стандартно в Турции. Прям там продаются такие картонные коробочки с водой. На борту они будут стоить столько же или чуть дороже. Но тоже есть такой лайфхак. Вы увидите в одном из моих видео, мы нашли фонтанчики в аэропорту, бесплатные, есть фонтанчики с водой. Вот недавно, кстати, по какому-то новостному сайту пролетела новость. О, вы знаете, что есть бесплатная вода там в комнате матери и ребенка. Есть бесплатная вода, почитайте форумы, люди часто об этом пишут. И можно этим воспользоваться. Спрашивайте. Готов ответить на любые вопросы, принять любую критику. Подписывайтесь на канал и, разумеется, путешествуйте. Двинем же в путь.